Не Сарванова вроде. Сарванова? Оля? Юля. Юля. Ой, малышки были, Шкоды были. Шкоды были, киски. Вот. И что тут? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 525. Это ваша. Так а что, 30 нету? А? 30 нету даже. Нету 29, Надо 525. добавить. В следующий раз. Путин забыл. Ну, Ленин, давно я около тебя не был. Ой. Ленин, да, так я сейчас богатеет уже был, жил бы со своими оленями, как скандинавцы. Имел бы много-много денег и кораблей. У меня у отца было 2500 оленей. Но я расплодил бы и торговал бы, только в один карман вложил бы. Своим трудом попробуй докажи в те времена. Вот так же везут и расселяют. Под Ильяном только говорили. Нам сказал не то слово, все. Вон, собрание было. Идет собрание. Он, средняк его объявили, бедняк. А он в шляпе, в длинном пальто, все дядя мне рассказывал. Какой я бедняк? Я богатый. У меня олени есть. Иди сюда. Его прихватили до сих пор. Богатый идет в этой шляпе. Все. А отцу бабушка говорила, только не скандаль. Давай до последнего. Против них не пойдешь. Отдавай до последнего. Все отдали. Семен Николаевича бабушка вот. У Семена Николаевича дед-то первый пошел в колхоз. Его жена была моей бабушки двоюродная сестра. Папин отец-то умер молодой еще, только это вот начало раскулачество началось. Он, видимо, от этого стресса, что ли, или как заболел, и все, умер. Бабушка моя своих оленей в Бумбозеро уехала. И вот до раскулачивания они там жили своими стадами. В 30-м году их раскулачили. Такое стадо было, забрали. Ужас один. А потом в старости нищете жили. Она говорит, все. Мы бы, не это советская власть, знаешь, какие богачи вы были. Вот. Ком, стал, трусишь, а как мы с тобой летали? Волны через кабину брызгали, едем. Глуши моторы! До берега надо. Поднимай мотор, песок уже. Путь гребет. Ну, здравствуйте. Здоровьте. И что, где работаешь-то? В каком районе? Вот поехал Волнус покорять по новой. Наши грабители. Раньше мясо возил, теперь и камни будешь возить. Что, тебя цеплять надо?
Бля, туда надо мне еще одного человека. Вторую! Я же поехал там. А ты окурок боишься бросить. Он да, и каждый раз под свежим идет. Лет 20 тому назад здесь была неуютная холодная тундра. Потом в эти края пришли геологи и буровики, чтобы раскрыть промерзшую насквозь землю. А сегодня Оленегорская руда питает гигантский дом Череповецкого металлургического завода. Надо отограть воду, блин. Сегодня надо печку топить, на прохладно. Каждый своей роднёй. Советская власть, хватит прятаться, давайте все поселок сделаем. Выбрали где, выгнали советская власть. Бунтовать будешь, расстрел. Олени были, только вот отец остался. А остальных царством отстегнули пояса и история отдаленные. За что, спрашивают? Очень многих тут увезли на расстрел, раскулачили. У мужа, дядю родного раскулачили, это уже его стали что-то поздно раскулачивать. В 1937 году стали. Наших-то в 1930 году подошли к нему, сказали, что, в общем, переходи колхоз с оленями полностью. Он сказал, я, говорит, не перейду в колхоз, как, говорит, жил, так и буду жить, и, говорит, вам ничего не дам. Ну что, связали его, увезли и сразу расстреляли.
вот этого мужа дяди в 1937 году. Ну, а она осталась с 10 детьми, так и осталась тут. Сыновья пошли все в колхоз, дети пошли в колхоз. Их-то оставили, они согласились. Спрашивали, не хочешь, значит, все. А он не захотел перейти, ни оленей своих дать, ни перейти в колхоз. И увезли и расстреляли. При мне в 1958 году план был в Сидозере 64 тонны, вылазили 130 тонн. Все сюда возили. Положено было 1 сиг на день. 1 сиг на день семье, на каждого человека, не имеет значения. А если больше возьму... А бабка говорит, свари ты уход по-нормальному, рыбу ты отвари, северопросольную, как положено. Дед говорит, а с города спустятся в кожаных куртках, меня приберут, а вы с кем останетесь, как будете жить? А 8 человек. Тоже верно бабка говорит, пусть выживем как-нибудь. Мне он только мусора набрал. Ой, подожди, здесь живые. Ёлки. Затели нас, этим вездеходом. Больше не перетаскивай. Чего? А то у нас подсоленная цирком есть. А цирком вчера садил. Ну, ее надо еще подержать. Вот сюда. Ну неопытный парень, не А чей парень-то? Русский парень. О, ужас. Рыбу уже не ловят. Не ловят. Икра пошла, все, хватит. На рыбалку никаких. Икра пошла, и с бабушкой собираемся, и уходим уже. Мы уходим. А вот икра уже превращается в моллюски, тогда мы идем уже на рыбалку. А так нет, не ловят. Никто не ловили. А рыба-то кончится же. После революции переехали в Воронье. Не знаю почему. Вот этого никогда не рассказывали, мы не спрашивали. Переехали, да переехали. А так что, Воронеж затопили, мы в Лавозере оказались в 1962 году. ГЭС построили, вот воду запустили, там вообще море, берега не видно. Весь поселок потопили. Сказали, что будет ГЭС, вас будет перевозить в Лавозеро, поэтому нас всех сюда загнали. Построили из нашего поселка, там жили как не геологи, а в общем, базу строили, но для этих, что они там делали? Между прочим, почти у всех были новые дома.
И у нас с отцом, папа тоже построил новый дом. Нам не выдали новый дом. Сказали, если будете квартиру переходить, значит, дом переходит в государство. А у нас у Семена дядька, родной дядя, дошел до Берлина. Да. И он миленький до смерти так и не получил квартиру. Вот видите, как относятся к лопарям. В общем, как-то гадко, я бы так сказала. Как не людям. Еще лучше сказать, как обезьянам. У бабушки Анны Васильевны, двоюродный брат, читали предательством в 1942 году. Подошли, сказали, что давай оленей на фронт. Ну, сам поедешь, там боеприпасы на войну возить в 1942 году. Он не согласился. Жена была беременная с 6-м ребенком. Он не согласился. Ну, его забрали и в Кандалакше расстреляли сразу, как предатель Родины. А жена бы подсказали, что жене подсказали, вставай обратно на девичью фамилию, тебя не вышлют. Тоже, кто считали предателем во время войны, вот так не соглашались своими оленями на фронт ехать, их сразу расстреливали, а семьи отправляли куда-то на работу здесь. Ну, недалеко, но все равно в Лавозере не оставляли. Вот такой закон был. На ответственное задание идем. Ты еще в зеркало не покрутился, ты же еще в зеркало будешь 5 минут крутиться. Ой, одевай кепи. Лысая башка у тебя. Да не застегивай куртку-то. Ты что буду сверкать? Не надо, я расстегну. Болгопар, Лисамскую деревню. Да, один что хочешь. Эти же лопатки закрути, одевай там. Все. Ёкуньку хотели топить. Они сами прилетели в тундру с оленеводами, говорили. Не то, что сейчас поселковых до видимости самых собрали, вот мы с самыми говорили. Им-то что, они насчет оленеводства не знают. Им подумаешь, камни убрали. Объяснить, что это, если они будут разработки делать, оленеводства не будет. Или камни, или олени. Они уже пробились, где мы жили, туда, где живем. Он будет душить и душить. Ну, я со Стасом переговорю, с директором. Если ему пофиг, то, конечно, и не буду я рыпаться. Пусть сидит. Вот я хочу сказать, что вот Серебрянскую строили, Мосовское было, у нас 3 стада. Построили дорогу, олени исчезли. Да, олени исчезли. 3-й, 5-й. И сейчас что нам, это то же самое грозит. Грозит, да, Да. безусловно. Ну, я читал, вы писали, что вот это очень для нас неприятно. Да. Вдоль, поперек и вдоль. Куда нам теперь? Тут только уповать на то, что это люди будут порядочные. На повестке дня литий. Да. И вот надо дружить с Норникелем и с Росатомом, с тем, чтобы они с нами тоже дружили, помогали оленеводам, помогали коренному населению. Да, вот это. Ну, чтобы И браконьерства не было. Условия надо как-то. максимально сохранили растительный покров, пастбище. Правильно? Вот. Ему устроиться на работу, что ли? Тебе? Ну, переправщиков. Ну ты же не вездеходчик. Переправщик. Гунько-то уже устроился. Вот он позвонил мне, что я думал, его надо тащить, а его без слова. Я говорю, что ты вездеход такой взял 85-го года? Что надо? Ну, вроде как он неплохо. Ну, окладно. Кстати, он поверхность растительную не нарушает.
Очень ценная руда, нигде такого нет. А там есть, где есть, там есть хозяин, это наши. А то у нас это, вот, нате, берите. Он думает, ему выгодно будет. Они будут ему платить хорошо. А сейчас и до сюда доберутся, уже в круговую будет. В Библии так и писалось. Окутывается все проволоком и оленеводству капец по порядку самым. Наше правительство, им деньги надо. Вот на сегодня живет, а на завтра не думает. А олень каждый год приплод дает. Получил, что не получил. Готово. Всю жизнь здесь прожил и земли нету. Да никто не поверит. Самое главное. Что туда в Грузию не идут? Какую-нибудь в Армению, в Чечню. Пытались там что-то рыпаться. Вот это народ. Самый. Печально, очень печально.